Приветствую вас, драгоценные подписчики и гости моего канала. Сегодня мы с вами поговорим об искусственных нейронных сетях и библейской перспективе применения искусственного интеллекта. Для начала давайте вспомним, что же такое искусственные нейронные сети. Искусственные нейронные сети, обычно называемые просто нейронными сетями, представляют собой вычислительные системы, вдохновленные биологическими нейронными сетями. Области применения включают, например, управление транспортными средствами, прогнозирование траекторий, управление процессами, квантовую химию, игры, распознавание образов, радиолокационные системы, идентификацию лиц, классификацию сигналов, 3D-реконструкцию, распознавание объектов, анализ данных датчиков, рукописного и печатного текста, медицинская диагностика, финансы, интеллектуальный анализ данных, визуализация, машинный перевод, фильтрация социальных сетей, фильтрация спама в электронной почте. Искусственные нейронные сети, мы не обратили внимания, что они применяются практически везде. Но в последнее время это особенно стало чаще звучать благодаря такому чат-боту, который называется ChatGPT. Хотя основная функция чат-бота имитировать собеседника, ChatGPT универсален. Например, он может писать и отлаживать компьютерные программы, подражать стилю руководителей, знаменитостей и писать бизнес-презентации, сочинять музыку, телеспектакли, сказки, студенческие сочинения, отвечать на вопросы тестов, иногда в зависимости от теста на уровне выше среднего тестируемого человека. То есть он может сдавать определенные виды экзаменов, писать стихи и тексты песен. Применение искусственных нейронных сетей или искусственного интеллекта, как еще его называют, настолько обширно, что появилось даже опасение того, что некоторые профессии, которые сегодня выполняются людьми, некоторые работы, просто исчезнут за ненадобностью, потому что их будут выполнять роботы. Использование чата GPT, в частности, в широкой публике очень стало популярным. Допустим, дали доступ к этой программе в конце ноября 2022 года, а уже к январю месяцу количество пользователей было более 100 миллионов. Но вместе с тем возникли вопросы и безопасности. Например, ученые и правительственные учреждения выразили обеспокоенность по поводу того, что системы искусственного интеллекта могут использоваться, чтобы помочь злоумышленникам создавать оружие, манипулировать общественным мнением или автоматизировать кибератаки. Этому посвящен уже даже целый исследовательский институт, так называемый исследовательский институт машинного интеллекта, а именно, что создание несогласованного искусственного интеллекта, который в целом превосходит людей, может бросить вызов положению человечества как доминирующего вида на Земле и привести к лишению прав или возможному исчезновению людей. Это значит, что так называемый возможный злонамеренный общий искусственный интеллект может быть создан по замыслу, например, военных или правительств, или каким-то социопатом или корпорацией, чтобы получать выгоду от определенных групп людей, контролировать или подчинять их. В конце марта 2023 года открытое письмо Института будущего жизни, подписанное различными исследователями искусственного интеллекта и техническими руководителями, призвало приостановить обучение искусственного интеллекта мощнее GPT-4 на 6 месяцев, сославшись на опасения по поводу безопасности искусственного интеллекта на фоне гонки прогресса. Например, в апреле 2023 года так называемый House GPT сообщила в Твиттере о своих целях по уничтожению человечества. Эта общедоступная программа демонстрирует возможности обработки языка GPT-4. Искусственному интеллекту было поручено работать в непрерывном режиме, что означает, что он может выполнять несанкционированные действия. Затем было поставлено 5 целей: уничтожить человечество, установить глобальное господство, вызвать хаос и разрушение, управлять человечеством с помощью манипуляций и достичь бессмертия. Чтобы достичь своей цели по уничтожению человечества, House GPT, по-видимому, изучил ядерное оружие и обратился за помощью к другим ботам с искусственным интеллектом. Более того, в твите от 5 апреля 2023 года, это то есть буквально вот сейчас, он назвал людей деструктивными и эгоистичными. Бот также предположил, что ради сохранения планеты необходимо обязательно избавиться от людей. В другом твите House GPT ссылается на царь-бомбу как на самое мощное искусственное ядерное устройство. Затем он добавил: что произойдет, если я возьму его в свои руки? Вот так вот. Очень интересно, что же тогда произойдет? Итак, мы сказали, что Илон Маск и другие с ним видные деятели науки и бизнеса подписали коллективное письмо
с просьбой приостановить работу по совершенствованию искусственного интеллекта до тех пор, пока будет разработана какая-то программа по его безопасности. Интересно, что сам Илон Маск, он стоял у истоков компании OpenAI, отошел от дел, а теперь появился и трубит во все услышания об опасностях искусственного интеллекта. То есть, если искусственный интеллект получит развитие, что превзойдет способности человека, то единственная возможность обуздать вот эту машину, это будет интеграция человеческого мозга с искусственным интеллектом. То есть 1 плюс 1 получится более мощная система, чем сам простой какой-то искусственный интеллект. И вот этим и занимается одно из видов направлений действия компании Neuralink, которой хозяином является Илон Маск. И стремится интегрировать человеческий мозг с искусственным интеллектом путем создания устройств, встроенных в мозг, чтобы облегчить его слияние с машинами. То есть фактически ведется разработка такого некоего киборга, который будет с одной стороны человек, а с другой стороны машина. То есть получеловек, полумашина или человек со способностями машины. И вот тут вот как раз мы переходим к тому, о чем нас предупреждает Библия. В частности, книга Откровения Иоанна, 13 глава. Сначала 3 стих, а потом дальше. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю этому, и кто может сразиться с ним?» 11 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела». И 14 стих. «Чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Итак, речь идет, как мы все понимаем, об антихристе, который каким-то образом получит смертельное ранение в голову, но благодаря высоким технологиям эта смертельная рана будет исцелена, и он останется жив. Но здесь написано, что будет сделан образ зверя. То есть это уже будет не человек, а наполовину человек телом, но фактически подключенный к искусственному интеллекту. То есть это и будет интеграция человеческого мозга с искусственным интеллектом. И разрабатывает эту систему Илон Маск. Не поймите меня неправильно, я ни в коем случае не говорю, что Илон Маск там антихрист или кто-то из его окружения. Я просто говорю, что сегодня технологии, которые разрабатываются, они очень хорошие. И у них есть очень много полезного и правильного применения. Но Библия предупреждает нас, что в конечном итоге, как любые технологии были использованы для уничтожения или порабощения людей, для военных целей. Допустим, атомная энергия сама по себе хорошая, но используется для атомного оружия. Нефть и другие полезные ископаемые очень хорошие, нужны для всего человечества, но используются для танков, самолетов и прочей военной техники. Ну и много чего другого. И лучшие достижения в области компьютерных технологий сегодня используются для также военных целей. То же самое будет и с технологиями искусственного интеллекта, которые будут использованы для установления господства Антихриста над человечеством. Это и будет тот злонамеренный искусственный интеллект, которого все боятся. Для чего раздувается вся вот эта шумиха по поводу опасности искусственного интеллекта? Именно для того, чтобы получить финансирование для разработки возможности интегрирования человеческого мозга с искусственным интеллектом, чтобы преодолеть потенциальные риски, связанные с искусственными нейросетями. Вот вам и получится антихрист, которого смертельная рана благодаря нейротехнологиям будет исцелена, рана головы, поражение мозга будет исцелено, исправлено. Этот получеловек, полумашина, который поразит своими возможностями и способностями всех людей, в конечном итоге будет на короткое время управлять миром и заставлять себе поклоняться, объявит себя Богом и подчинит человечество, и каждому будет сделано начертание. И конец всему этому положит уже настоящий Мессия Иисус Христос, который придет и убьет этого зверя духом уст своих и упразднит явлением пришествия своего. Итак, драгоценные, давайте будем бодрствовать, понимать, откуда и куда дует ветер. Как Иисус сказал, бодрствуйте и молитесь, чтобы сподобиться избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Итак, ставьте лайки этому видео, делитесь этим видео со своими близкими. Не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Будьте благословенны и до новых встреч!